Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Эта сумочка совсем малютка, в которой поместятся разве что губная помада и зеркало. Но несмотря на свои размеры, она точно привлечет внимание к ее обладательнице. Похожие сумочки из колец я видела на женских сайтах в интернете, но не думала, что у меня будут трудности при создании такой с виду простой сумочки. Когда я первый раз собрала кольца в полотно, то вся конструкция получилась довольно подвижной. Я понимала, что сумка в итоге не будет держать форму. Поэтому дальше покажу, как сделать конструкцию жесткой для четких форм сумочки. В основе будут металлические кольца диаметром 4,5 см. Кольца между собой будут соединяться бусинами, размер которых 8 мм. Для этого мне понадобится леска, ее размер 0,6 мм, но можно взять и меньше, например, полмиллиметра. Прежде чем соединять кольца бусинами, сначала связываю их между собой леской. Именно это придаст всей конструкции жесткость и малую подвижность. Для надежности делаю несколько узлов и несколько витков лески вокруг колец. И точно так собираю в цепочку 8 колец. Точно так делаю еще 2 цепочки, каждая тоже из 8 колец. На этом этапе все 3 цепочки можно собрать в одно полотно, а можно сначала на каждую закрепить бусины. Бусины будут располагаться в каждом соединении колец. Для одного узла мне нужно 15 бусин. Сначала собираю их на леску. Отрезаю кусок длиной примерно 40 см. Нанизываю на леску сначала 4 бусины. В последнюю бусину продеваю другой конец лески, чтобы оба конца были направлены навстречу друг другу. И затягиваю леску так, чтобы ее концы оставались равными. Получился крестик. Теперь на левый конец одеваю одну бусину, а на правый 2. И во вторую протягиваю левый конец лески. Опять же концы направлены навстречу друг другу. И опять затягиваю. Получается уже дорожка. Дальше повторяю до тех пор, пока не останется 2 бусины. Одну из них одеваю на левый конец, а другую на правый. И вот теперь дорожка из бусин готова к соединению на кольца. Оборачиваю дорожкой узел 2 колец и в самую первую бусину дорожки завожу конец лески и тут же возвращаюсь обратно. Получившуюся петельку провожу другой конец лески и втягиваю получившийся узелок в центр бусины. Чтобы дорожка из бусин хорошо затянулась и бусины плотно прилегли друг к другу, поперетягивайте узелок вправо-влево, но так, чтобы он выходил из бусины. Когда бусинки плотно подтянутся друг к другу, узелок оставьте в центре бусины. Для надежности провожу несколько раз концы лески в бусины, повторяя направление лески при плетении.
и концы отрезаю. Такие узлы из бусин делаю на всех стыках колец. Получилась вот такая сетка, которая отлично держит форму. И теперь соединяю короткие края сетки точно так, как соединяла все кольца. Сначала связываю леской, а затем обвязываю бусинами. Вот так получилось. Чтобы сделать донышко, привязываю в получившееся основание 3 кольца. Внешняя часть сумочки готова. В итоге мне понадобилось 27 колец и 750 бусин. Конечно, в такую сумочку нужно обязательно сделать подкладку. Я решила, что лучше, если это будет не просто подкладка, а отдельная сумочка-вкладыш. Измеряя по кольцам, длина сумочки получилась 14,5 см. Но узлы из бусин имеют некоторый объем, поэтому внутреннее пространство для сумочки-вкладыша получается меньше. Замеряю размеры внутреннего пространства. И на основании этих размеров рассчитываю и вырезаю из ворсовой ткани детали верха. Размеры укажу на экране. Обратите внимание, что размеры будут как без припусков, так и с припусками на обработку. По размеру деталей верха также вырезала детали подкладки. Сначала притачиваю молнию к узким деталям. При этом те концы, от которых молния начинает открываться, подворачиваю, чтобы они попали в строчку, а затем внутрь шва. С обратной стороны притачиваю узкие детали из подкладочной ткани. Строчки прокладываю точно в предыдущие строчки. А дальше прокладываю поперечные строчки. На той стороне, где начало молнии, делаю строчку изнутри. Вообще эту короткую строчку можно было делать одновременно со строчкой притачивания молнии. Подрезаю припуски шва и выворачиваю на лицевую сторону. Получившиеся швы приутюживаю. С другой стороны короткие срезы подворачиваю, для удобства приутюживаю. Скалываю и по краю прокладываю строчки.
Конец молнии мне нужно зафиксировать. Для этого использую специальный наконечник. У него есть маленький винтик, который вкручивается и зажимает кончик молнии. Все возможные ссылки на материалы я оставлю в описании под видео. И аккуратно подрезаю срезы получившейся детали с молнией. Деталь верха из ворсовой ткани буду уплотнять прокладкой, в качестве которой использую подложку под ламинат толщиной 3 мм. Это строительный материал, и покупала я его, соответственно, в строительном магазине. Настрачиваю ткань на прокладку. И теперь притачиваю деталь с молнией к двум коротким срезам, совмещая по центру. Скалываю и стачиваю боковые срезы сумочки. Чтобы такой вспененный материал, как подложка под ламинат, лучше скользил под лапкой, подкладываю полоску тонкой бумаги. У меня это калька. Теперь разворачиваю нижний уголок и нахожу место, где перпендикуляр ко шву будет шириной 3 см. Намечаю такой же угол и на другом боковом шве. Уголки застрачиваю. Уголки срезаю, оставляя припуски по 5 мм. Точно так стачиваю боковые срезы и уголки на подкладке сумочки. При этом в одном боковом шве оставляю небольшое отверстие, через которое потом нужно будет вывернуть сумочку на лицевую сторону. Теперь мне нужно стачать подкладку и верх сумочки. Складываю их лицом к лицу, совмещаю боковые срезы и стачиваю.
Сумочку выворачиваю на лицевую сторону через отверстие в подкладке. И отверстие застрачиваю. По верхнему краю прокладываю отделочную строчку. На готовую сумочку нашиваю металлическую бирочку. Готовую сумочку вкладываю в основание из колец и бусин. Осталось только закрепить ручку, в качестве которой использую крупную цепочку длиной 35 см с карабинами на концах. Такая сумочка-малютка точно будет уникальным аксессуаром для смелых и ярких девушек и не оставит никого равнодушным. Буду рада вашим лайкам и комментариям, они помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.